Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие короткие носочки с красивым объемным узором. Вяжется этот узор очень легко. На основе резинки 2 на 2 он будет вязаться у нас. Значит, на размер они у меня будут 38-39. Размер мы определяем по длине мыска. Провяжем длиннее, выйдет на 40. Вязать я буду спицами номер 2,5, провяжу резинку. Остальной весь носочек буду вязать спицами номер 3. Пряжа у меня в розовом варианте в 100 граммах 225 метров. Значит, смотрите, если нужен размер меньше, сразу вот хочу показать. Вот эти вот я связала спицами полностью номер 2,5 вязала на 37-38. И пряжа у меня была в 100 граммах 250 метров, 240-250. И они у меня вышли вот небольшие. Расчет был одинаковый, длина и ширина. Здесь не так у меня пряжи было мало, поэтому я добавила белый цвет вот по мыску, обвязала и по подошве, потому что не так немного. Два цвета вот так можно соединить, и вот такие вот получатся. Значит, сейчас я буду вязать розовые вот такие вот. Значит, 2 спицы, начну 2 спицы, потом перейду на круговые, но это будет позже. Перехожу сразу к вязанию. Вязание начинаю с верха, вот с резинки. Сейчас на спице номер 2,5 я набрала 54 петли, отвяжу 10 рядов резинки, потом перейду к узору, провяжу 4 раза узор. Далее сделаю клин подъема, вот такой вот небольшой у меня. И потом будем вязать среднюю часть. Боковые оставим на запасных спицах. Будем вязать потом среднюю часть до мыска. Далее мы обвяжем, сделаем подъем вот этот вот рант по всему мыску обвяжем, а потом перейдем к подошве. Вот так вот я буду вязать. Значит, сейчас набрала 54 петли. Если размер большой или вот плотность ноги, так сказать, широкая, можно набрать 56. Ну вот по задней части я потом пятку делала, оставила здесь 6 петель, поэтому у меня еще 6 петель здесь добавится потом в конце. Хотя здесь несколько вариантов, как провязать пятку. Можно сойти на нет, просто сшить, можно 2 петли всего лишь оставить. Но это в процессе вязания потом все буду показывать. Поэтому я вяжу плотно. У меня 54 петли и по заднику 6. Вот так вот. Значит, вяжем. Набрала 54 петли. Теперь провяжу 10 рядов резинкой 2 на 2. Значит, первую сняла кромочную. Сейчас у меня будет одна изнаночная в начале ряда. И в конце также будет заканчиваться одной изнаночной. Одна изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Так, вяжем ряд до конца. И по изнаночной стороне вяжем точно так же. Так, я провяжу, как я сказала, 10 рядов. Хотите резинку, носок повыше, можно провязать повыше. Больше рядов, то есть. Так, довязываем первый ряд до конца. И в конце у меня также осталась одна изнаночная и одна кромочная. Если вы набирали 56 петель, то у вас сначала будет кромочная 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Перешли на изнаночную сторону, вяжем все по узору. 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Провяжу 10 рядов, к вам вернусь и будем вязать дальше. 2 лицевых, 2 изнаночных. Провязала я 10 рядов резинки 2 на 2. Далее перехожу к узору. Первый ряд узора, кромочную первую сняла, следующую изнаночную провязала. Далее у нас идет 2 лицевых. Опускаемся 1, 2, 3. На 3 петли ниже, 3 перемычки вот таких вот. Захватила нить, вытащила петельку одну. 2 лицевых провязали. И опять на 3 петли ниже, 1, 2, 3. И вытащили одну петельку. Все. 2 изнаночных провязываем. Опять проделываем все точно так же, повтор. Вытаскиваем в начале перед 2 лицевыми одну петлю и после провязанных 2 лицевых петель вытаскиваем одну петельку.
1, 2, 3, опустились, спицу ввела, захватила нить, вытащила 2 лицевых провязали, 1, 2, 3, на 3 петли вниз опустилась, одну вытаскиваем, сильно длинные не вытаскиваем, чтобы они были на уровне вот 3 рядов. И так вяжем до конца ряда. 2 изнаночных провязываем, далее у нас идет 2 лицевых, здесь мы вытягиваем по одной петле, на 3 опустилась вниз, захватила нить, одну вытащила, 2 лицевых провязала, 1, 2, 3, опустилась вниз, опять одну петельку вытащила, далее 2 изнаночных мы провязываем и все то же самое повторяем. Так провяжем до конца ряда. 1, 2, 3, вниз опустились, вытащили, 2 лицевых провязали, опять 1, 2, 3, опустились, вытащили петлю, 2 изнаночных провязываем изнаночными и опять вытаскиваем петли, довязываем ряд до конца. Довязали ряд до конца, и в конце точно так же перед последней изнаночной петлей, вот мы вытянули одну петлю, 2 лицевых провязали, 1, 2, 3, опять мы вытащили петельку, все, одну изнаночную и кромочную провязываю изнаночной. Первый ряд закончили, надо спицы побольше взять. Второй ряд, изнаночная сторона, кромочную снимаем, далее провязанные петли мы вяжем по узору. Вытянутую петлю мы будем переснимать не провязанной. Первая у нас идет лицевая, провязали. Далее вытянутая петля, мы ее переснимаем. Нить перед работой. Далее у нас идет 2 изнаночных, провязали по узору изнаночными. Далее у нас опять вытянутая петля, мы ее пересняли, не провязывая. Далее у нас идет 2 лицевых по узору, провязываем. Как смотрят петли, так и провязываем. Вытянутые петли мы просто переснимаем на спицу. Опять 2 изнаночных провязали, вытянутую петлю пересняли, следом 2 лицевых провязали, вытянутую петлю пересняли. Опять у нас идет 2 изнаночных, провязали по узору, пересняли вытянутую петлю. Провязываем весь ряд до конца по изнаночной стороне. Это у нас второй ряд. Довязали второй ряд. Перешли на лицевую сторону, третий ряд узора, кромочную снимаем, следующая изнаночная провязываем изнаночная. Далее у нас идет 4 петли вместе с вытянутыми, провязываем их вместе за задние стенки. Из этих 4 петель мы сейчас делаем 2 петли. Один раз провяжем за задние стенки и один раз за передние, и получится у нас 2 петли. Один раз провязала, не снимая со спицы, за передние стенки второй раз провязываю. Здесь на столе не очень удобно разворачиваться, поэтому я захвачу крючком, потому что спицы не могу развернуть. И второй раз за переднюю стенку. Соединили все. Далее 2 изнаночных провязали. Опять у нас 4 петли вместе с вытянутыми. Один раз провязываем за задние стенки 4 вместе и один раз за передние. Один раз провязала и теперь за передние стенки. Видите, подхватила плохо, соединили. Опять 2 изнаночных, 4 петли провязываем вместе, один раз за заднюю стенку и один раз за переднюю. 4 петли подхватываем и провязываем все вместе, и в итоге у нас получается 2 петли. Спица в стол упирается, я прям не могу их развернуть. Да что ж такое? Ну, или надо в камеру удариться. О, вытащила. На весу вяжу удобно, а вот здесь не просчитала я этот вариант, что спица не развернется. Провязали.
Продолжаем так вязать до конца ряда 2 изнаночных, 4 петли провязываем вместе один раз за заднюю стенку и один раз не снимаем петли со спицы, 4 вместе подхватили, захватили ниточку, провязали. Так вяжем до конца ряда, опять 2 изнаночных, 4 петли провязываем вместе, один раз за заднюю стенку и один раз за переднюю. Кто, как я, не может вот подхватить, развернуться, можно вот так вот подхватить просто крючком. Это быстрее. Раз, все, соединила. Но я еще плотно вяжу, поэтому так. Ну еще раз довязываем так ряд до конца. 4 вместе провязали один раз за заднюю и второй раз за передние стенки. Это у нас какой? Третий ряд узора. Подхватили и вместе провязали, подтянули вот так вот. Довязываем ряд до конца. Так, довязали ряд, третий ряд до конца. Теперь четвертый ряд по изнаночной стороне. Все, мы узор закончили. Четвертый ряд все провязываем по узору. 2 лицевых, 2 изнаночные будем вязать. Кромочную снимаем. Первая у нас лицевая, провязываем. Далее у нас 2 изнаночных, провязываем. Далее 2 лицевых, провязываем. И так до конца ряда вяжем по узору. 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Довязываем ряд до конца. Это четвертый ряд по изнанке. 2 лицевых, 2 изнаночных вяжем по узору. Довязали ряд до конца, четвертый по изнанке, перешли на лицевую сторону. Теперь провяжем лицевую изнаночную сторону по узору, 2 лицевых, 2 изнаночных, и опять начнем повтор узора с самого первого ряда. Все. Сейчас вяжем по узору лицевой и изнаночные ряды, провязываем, как смотрят петли, и со следующего лицевого ряда все повторяем сначала. Значит, провязываем до конца 2 лицевых, 2 изнаночных, и по изнаночной стороне вернемся по узору, вяжем. Пришли на лицевую сторону после того, как провязали мы 2 ряда, начинаем узор опять повторять с первого ряда, как мы вязали в самом начале. Кромочную снимаем, следующая у нас была 1 изнаночная, далее опускаемся на 3 петли ниже, 1, 2, и вот она третья. Поднимаем 1 петлю, вытаскиваем, 2 лицевые провязываем, опять 1 вытаскиваем, 1, 2, 3, 2 изнаночных мы провязываем, первый ряд опять у нас идет, и опять повтор, 1 петлю вытаскиваем, 2 лицевых мы провязываем, опять 1 вытаскиваем, 2 изнаночных провязываем. На 3 петли ниже опустились, вытащили. Повторяем с первого ряда. Так, вяжем так до конца. И далее по изнанке все точно так же, как я вязала в начале. Значит, так я провяжу. Сейчас посчитаем. Я сказала 4 раза, значит, это у меня в этом варианте было 1, 2, 3, 4. Потом я начала делать клин подъема. А здесь я провязала 3 раза. Хотите повыше, чтобы был носок, провяжите 4 раза. Но объемный узор 100 грамм не так у меня впритык пошло. Может не хватить. Но если маленький размер, то хватит. Поэтому на это тоже ориентируйтесь. Ну, добавить можно всегда другим цветом. Значит, сейчас я провяжу раз узор, второй раз узор, третий раз узор провяжу, полностью к вам вернусь, и тогда вот здесь буду расширять, будем вязать дальше. Значит, сейчас вяжем высоту, желаемую высоту, провязываем узор, встречаемся. Я провязала
3 раза узор. Сейчас новый узор. 4-й узор начну вязать. И буду делать прибавки клин подъема. Добавлять здесь петли. Значит, я разделила вязание по 17 петель. Это у меня боковые стороны. И 20 петель я оставила на среднюю часть. 17 петель вместе с кромочной посчитала. Заканчивается изнаночной петлей. Средняя часть также у меня начинается с изнаночной петли и заканчивается изнаночной петлей. И боковая часть опять вторая с изнаночной петли начинается и 17 петель вместе с кромочной. Продолжаем вязать узор и делаю прибавки. Всего я сделаю 6 прибавок. Значит, продолжаем вязать. Узор опять у меня здесь повторяется с первого ряда. Провязываю сейчас 17 петель по узору. Так, провяжем 17 петель по узору до изнаночной. Так, 17 петля изнаночная. И вот после этой изнаночной петли я буду делать одну добавку. Получается, между двумя изнаночными петлями я буду прибавлять одну петлю. Но всегда вот с этой стороны. С правой стороны после изнаночной петли. Ну да, правильно сказала. Перекрученной петлей одну добавила. Даже вот маркер не туда поставила. Изнаночную провязала. Теперь маркер поставлю. Сделала одну добавку. Вот все. Далее провязываю по узору средние 20 петель. И также сделаю со второй стороны одну добавку. Так, провязываем теперь средние 20 петель. Опять же продолжаем узор. Вы могли остановиться в любом другом месте. Это роли особо не играет. На каком ряду вы остановились. Продолжаем вязать по узору. Провязываем среднюю часть. Провязала средние 20 петель. Теперь вот у меня осталось 17 петель вместе с изнаночной. Теперь перед этой изнаночной я делаю опять одну прибавку. Маркер перебросила. Провязываю 17 петель. Изнаночной и оставшиеся петли провязываю по узору. Все, и так буду прибавлять в каждом лицевом ряду. Буду делать по одной прибавке. 6 прибавок у меня будет. Потом я к вам вернусь и будем вязать дальше. Раз, два, три. Вытащила петлю. Провязываем, довязываем до конца по узору. Довязала ряд до конца. Переходим на изнаночную сторону. По изнаночной стороне продолжаю вязать. Это у меня тут здесь второй ряд узора сейчас идет у меня. Значит, провязываем все петли опять по узору, а добавленные петли прибавки по изнаночной стороне я буду провязывать лицевыми, по лицевой стороне я буду провязывать изнаночными их. Можно провязывать платочной вязкой, но я решила вас не путать, поэтому вяжу вот лицевыми по изнанке, по лицевой стороне изнаночными. Боковые стороны, середина мы продолжаем вязать по узору. Только добавляем по лицевой стороне по одной петле и провязываем ее также по узору потом. Первую сняли, далее второй ряд здесь у меня по изнанке. Продолжаем вязать. Провязанные петли я провязываю. Здесь у меня вытянутая петля идет. Вытянутую петлю во втором ряду мы переснимаем. Провязываю так до добавленной петли. Так, вот она у меня добавленная петля. Провязываем ее лицевой. Подтянули, затянули здесь. Лицевой провязали. Следующие продолжаем вязать лицевыми. У нас идет, лицевыми по узору. Идет средняя часть. 20 петель провязываем по узору. И далее лицевой петлей также мы провяжем добавленную петлю. И опять продолжаем вязать по узору. Заканчиваем изнаночную сторону. Так, заканчиваем изнанку. Сейчас еще раз добавлю по лицевой стороне. Так, довязываем изнаночную сторону.
Перешли на лицевую сторону. У меня третий ряд узора. Продолжаю, провязываю по узору 17 петель и делаю одну прибавку. Вы в каком месте остановились, там также продолжаете провязывать узор. 3 петли, ой, 4 петли провязали вместе за задние стенки, потом за передние стенки 2 петли у нас. Продолжаем, вяжем по узору 2 изнаночных. Опять это у меня третий ряд узора, первый, второй, третий. 4 вместе за задние стенки, и здесь уже развязалась, я более-менее могу нить захватывать, а вначале было довольно-таки сложно. Так, провязали. Итак, все 17 петель провязываем по узору. Провязала 17 петель по узору, опять одну прибавляю. Теперь изнаночная, провязали, предыдущая прибавка, и далее опять продолжаю вязать по узору. Так вот, после первой изнаночной я ставлю маркер. После нее мы всегда делаем одну прибавку. Вот одна изнаночная, одну прибавили, одна изнаночная, опять одна изнаночная. Маркер туда поставила, смотрите, одну прибавила, вот он, одна изнаночная, одну прибавила. Теперь у нас в этом ряду получилось 2 изнаночных по краям и 2 вот прибавки. Продолжаем вязать дальше. Вяжем среднюю часть. Опять продолжаем вязать по узору. Провязываем 20 петель по узору. Так, дошла до маркера. Перед изнаночной у меня идет одна прибавка. Прибавили одну петлю. Следующая осталось у меня 17 петель. Боковая часть. Я провязываю их опять же по узору. Довязываем этот ряд до конца. По изнаночной стороне мы добавленные петли вяжем лицевыми, но по лицевой стороне мы их провязываем изнаночными. Добавили, по изнанке провязали лицевой, потом, когда уже возвращаемся, провязываем их изнаночными. Так, провязываем по узору. Добавлю всего 6 петель, к вам вернусь и буду вязать дальше. Так, что я сделала? Значит, опять я разделила вязание на 3 части. Сейчас перейду, буду вязать среднюю часть. Смотрите, провязала я, сколько получается, 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз узор. Вот закончила последним 6-м рядом. Здесь у меня 6 прибавок. Сейчас я сделаю последнюю прибавку с правой стороны. Перейду на среднюю часть. Буду вязать до самого мыска длину, среднюю часть. Здесь с левой стороны 7-ю прибавку я сделаю, когда буду обвязывать. Вот когда наберу петли, буду обвязывать вверх, тогда я здесь добавлю еще одну петлю. Ну, опять же, если у вас подъем невысокий, вам может быть 6 прибавок и достаточно будет. Я сделаю еще по одной. Значит, продолжаю далее. Среднюю часть вяжу по узору. Точно так же буду продолжать вязать узор. Так как, что вам померить здесь? Высота у меня 9 сантиметров, но это можно и выше провязать. Боковая часть в спокойном состоянии. Сколько здесь? 7,5, почти 8, 7,5. Да, ну это все растягивается. Средняя часть 7. Довяжу до мыса, потом вам замеряю в сантиметрах длина, сколько у меня будет. Значит, сейчас вот эти вот петли на боковой спице я все провяжу лицевыми и перейду на средние 20 петель, буду провязывать среднюю часть. Так, полностью теперь все петли провязываем лицевыми. Ну, я провязываю так. Так, провязываю. Теперь опять делаю последнюю прибавку.
Все, довязала до конца. Получилось у меня 17 было и 7 прибавок. Теперь эти петли можно взять на нитку, чтобы не мешали спицы. Можно перенести на маленькую спицу. Далее продолжаю вязать центральную часть. Центральная часть, вот она 5 косичек у меня. И по бокам по одной изнаночной. Это будут кромочные. Значит, здесь у меня начинается узор с первого ряда. Сейчас я сразу покажу его. Здесь немножко в первом ряду проблематично. Первую провязала здесь лицевой. Теперь опять у меня узор идет с первого ряда. Все точно так же. Смотрите, 1, 2, 3. Опустилась. И вытащила одну петлю. Далее повторяем. 2 лицевых провязали. Опять 1, 2, 3. Опустились на 3 петли. Первый ряд узора мы вяжем. Вытащила одну петлю, 2 изнаночных. И далее повтор. Так вяжем до конца ряда. Раз, два, три. Вытащила одну петлю. 2 провязала. 1, 2, 3. Опустилась. Вытащили петлю. Довязываем ряд до конца. Пришла в конец ряда. Средние 20 петель. Последние, предпоследними были 2 лицевых. И здесь точно так же 1, 2, 3. Опустились на 3. Достали одну. И кромочная у меня будет изнаночной петлей. Все, далее нить перевели на изнаночную сторону, развернулись и вяжем по узору только средние 20 петель. Все, эти пусть здесь у нас ждут своего часа. Первую кромочную снимаем, далее продолжаем вязать по узору. Кромочную сняли, далее у нас идет вытянутая петля, мы ее сняли. 2 изнаночных, как смотрят по узору, провязали. Опять вытянутую петлю мы переснимаем. 2 лицевых провязали, вытянутые пересняли. Так довязываем ряд до конца. По узору второй ряд по изнанке. И далее третий, четвертый ряд продолжаем вязать. Сейчас я посчитаю, сколько я провязала до убавок. Значит, вот до самого мыса здесь я начну делать убавки в лицевых рядах с каждой стороны. Будем убавки делать на мысок. Всего у меня будет 13, 1 сверха, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 полных узоров. 13 раз я провязала. А вот на этом маленьком размере я провязала на 2,5 14 раз. Так что это вот ориентируйтесь опять по своей длине, по плотности пряжи, по спицам, кто как вяжет. У всех плотность вязания разная. Значит, это я здесь провязала 6. И всего, получается, у меня будет 8, да? Да, сейчас по мысу провяжу еще 8 раз. И всего у меня от верха 13 раз получилось. Значит, что мы дальше делаем? Перешли на лицевую сторону. Продолжаем вязать средние петли. Так, я вот этой вот спицей здесь продолжу вязать. Первую мы снимаем. Далее это второй ряд узора. Ой, какой первый. Господи, запуталась. Третий ряд узора. Первый мы вытягивали, второй провязали по изнаночной стороне. Это опять лицевая сторона. Третий ряд, это получается узора у меня. Теперь мы из 4 петель в третьем ряду провязываем 2. Как вязала в самом начале. Все то же самое. Одна петля за задние стенки и одна петля за передние. Все, 2 петли провязали. И далее продолжаем вязать по узору. Опять 2 изнаночных. Из 4 петель провязываем мы 2. За задние стенки 1 раз провязали и 1 раз за передние. По изнаночной стороне мы вяжем по узору. 2 лицевых, 2 изнаночных. Далее мы провязываем 2 ряда лицевой и изнаночной по узору. И начинаем узор, повтор с первого ряда. Я, по-моему, это уже 3 раза повторила. Но видео перематывают, поэтому... Так, все, довязываем здесь ряд до конца. Провязываем длину до мыса. Я сказала, какая у меня будет длина. Значит, эта длина будет определять ваш размер.
Если размер больше, у меня получилось это вот 38-39 до 40 растягиваются они. Разговариваю, не туда спицу сунула. За задние стенки и за передние стенки. Так, захватили ниточку. Сейчас поцарапаю себе весь стол. Все. Из 4 петель 2. Заканчиваем ряд. Вяжем длину до пальчиков. Провязала я от верха, если считать, 13 раз узор. Полностью 13 у меня. Закончила вот третьим рядом. Соединила петли. Теперь далее следующий ряд я буду вязать лицевыми петлями, платочной вязкой. Сейчас буду далее вязать, делать убавки на мыс. Значит, следующий ряд по изнанке я сразу вяжу лицевыми петлями, а по лицевой стороне я буду петли убавлять. Первую снимаю, следующие все провязываем лицевыми. Провязываем ряд до конца лицевыми, кромочную провязываю изнаночной. Довязала ряд. Так, что-то у меня в длину получилось. Вот эта вот часть 10 сантиметров, 10,5. И еще добавится пару сантиметров мысок сейчас будем убавлять. Так, перешли. Лицевая сторона. Все, продолжаем вязать, делаем убавки на пальчик, на пальчике. Значит, вы вяжете длину по своему размеру. У меня длина на 38-39 проходит. Первую снимаю, одну петельку провязываю, следующие 2 провязываю вместе. Убавила одну петлю в начале ряда и также убавлю в конце ряда. Далее вяжу все лицевыми петлями платочной вязкой, пока на спице не останется 4 петли. Осталось 4 петли у меня, 2 провязываю вместе, предпоследняя провязали лицевой и кромочную провязали. Все, в лицевом ряду сделали первые убавки. Было 20, осталось 18 петель. Изнаночная сторона провязываем все лицевыми без изменений, а по лицевой стороне мы делаем убавки. Будем так убавлять, пока не останется 12 петель на спице. Если маленький размер 37, можете 10 петель оставить. Значит, сейчас довязываем центральную часть, делаем убавки. Закончила делать убавки, нить я здесь обрезала. Сейчас вот отсюда с уголка подвязала нить. Я буду продолжать набирать петли. Здесь я провязывала эту сторону, теперь отсюда буду набирать петли. Перешла на круговые спицы. Я набираю с помощью крючка. Здесь не очень удобно спицы набирать. Так, вот первую петельку промежуточную я здесь достаю одну, чтобы не было дырочки. И подтянули. Значит, боковая часть у меня будет, сразу скажу, 26 петель. Средние 12 петель я провяжу. 26 по этой стороне. И боковые 24 получилось вот здесь, да? Было 17 плюс 7 этих прибавок у меня. У вас количество петель может быть другое. Если средняя часть была длиннее или короче, то количество петель будет другое. Так, теперь вот здесь вот под 2 дужки ввожу крючок, захватываю или же спицей, кому удобно, подтягиваю, набираю. Так, набираем петли. Не пропускаем здесь вот дужки.
Набрали боковую часть, перешли на середину, средние петли провязываю лицевыми. Все провязываем до конца лицевыми и также набираем на второй стороне. Так, провязала. И теперь продолжаю здесь набирать. Опять под две дужки вела крючок. Все, набираем докуда до середины, вот до конца средней части. А вот эти вот петли мы также провяжем лицевыми. Так, набрала петли по боковой части. Здесь мы должны были набрать еще одну прибавку сделать. Здесь у меня оставалось 6, а там было 7. Ее надо делать в конце ряда. Но вот здесь вот пустота такая есть, и поэтому я ее добавлю вот здесь с уголочка. И получилось у меня здесь тоже 7 прибавок. Сравнилось это все. Далее петли, которые вот на спице у нас оставались, мы их все провязываем лицевыми. Все, набор закончен, петли провязываем до конца. Далее все ряды будем вязать платочной вязкой лицевыми петлями. Так, довязываем ряд. Так, довязали ряд до конца. Все, переходим на изнаночную сторону. Все, ой, тут у меня спицы стянули. Ну, в общем, набрали все по изнанке. Продолжаем вязание. Вяжем лицевыми. Значит, всего провяжем 10 рядов. Я провязала 10. Можно провязать на 1-2 ряда больше, если размер больше. В итоге у нас получится вот таких 1, 2, 3, 4, 5, 5 изнаночных дорожек. Вот, придем в начало ряда, я к вам вернусь, и потом перейдем на подошву. Значит, вяжем сейчас все лицевыми петлями, обвязываем наш носочек. Все, продолжаем здесь без изменений. Петли просчитайте, чтобы нигде не было перебора или недобора, чтобы все совпадало по количеству. Закончили делать обвязку. Значит, так, 5 зубчиков здесь. Теперь далее переходим к подошве. Подошву я начну вязать на средних 12 петлях. Сейчас провязываю средние 12 петель. По боковым сторонам у меня по 50. В моем варианте получилось всего 112 петель. Подошву буду вязать, всю подошву платочной вязкой. Смотрите, сразу скажу. Сейчас я набрала 12 петель, буду расширять. Расширим до 16. Если размер 39-40 или широкая нога, можно расширить 18. Вот я расширила 18. Потом вот ближе к пятке я убавила по одной петле, оставила 16. От начала подошвы это будет 11 сантиметров. Я убавила по одной и на 16 петлях продолжила вязать, не довязывая 5 петель. Я начну делать убавки. Ну, там я к вам вернусь. Значит, сейчас что мы делаем? 12 петель на подошву провязали. Разворачиваемся. Средние 12 петель провязываю. По изнаночной стороне первую снимаю, оставшиеся петли провязываем. И с каждой боковой спицы будем добирать по одной петельке, добавлять. Ну или же можно делать в виде накидов. Тогда боковые петли сразу нужно соединять. Значит, довязываю ряд до конца. И одну петлю прибавляем. Провязываю с боковой спицы. Одну провязала лицевой, прибавили. Развернулись на лицевую сторону. Теперь у нас 13 петель, провязываем и одну прибавляем с левой спицы. Первую снимаем, оставшиеся все петли опять провязываю лицевыми и одну прибавляем. Довязала до конца, прибавила опять одну петельку, подтянули, развернулись на изнаночную сторону, опять первую снимаем, оставшиеся петли провязываем все лицевыми и с боковой спицы прибавляю. Значит, вяжем, расширяем подошву, как я уже сказала, 16 петель расширим. При необходимости
можно сделать 18. Закончила расширять подошву. Далее продолжаем вязание. Теперь мы последнюю петлю соединяем с петлей с боковой спицы. 2 вместе я буду провязывать по изнаночной стороне. Соединила 2 вместе лицевой петлей, перешла на лицевую сторону, опять первую снимаю, вяжу до последней петли и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провяжу изнаночной петлей по лицевой стороне. Провязываем лицевыми. Завязала лицевую сторону, последняя петля, 2 вместе провязываю изнаночной, соединили. Все, перешли на изнаночную сторону, продолжаем вязание, вяжем подошву, соединяем боковые петли. Значит, не довязывая 5 петель, я к вам вернусь и будем заканчивать заднюю часть. Заканчиваю вязать подошву. Значит, смотрите, вот здесь в самой узкой части я сделала по одной убавке. Осталось у меня 16 петель. Сейчас у меня на спице вот по 5 петель. Здесь 5, здесь 6. Я начинаю делать убавки. Буду закрывать задник. На 37 размер убавим до 7, до 4 петель можно убавить. На 39 оставить 6 петель. Так, первую сняла. Следующие 2 петли провязываю вместе, убавила. Далее вяжу до конца и в конце также сделаю одну убавку. Так, 3 петли у меня на спице, 2 провязываю вместе и кромочную соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязала. Далее убавки буду делать через один лицевой ряд. То есть я сейчас провяжу изнаночный, лицевой, еще раз изнаночный и опять буду делать убавку. Развернулась на изнаночную сторону, провязываю без изменений, здесь вяжем все лицевыми. Далее провяжу еще 2 ряда и опять сделаю убавку. Так, вяжу, продолжаю вязать подошву, убавляю петли. Так, закрыла все петли, все, петель у меня больше не осталось. Теперь продолжаю вязать, убавлять петли. Значит, последняя петля, я подхватываю одну дужку с боковой части, вот с косички, самую первую подхватила и 2 петли провязываю вместе. Перешла на лицевую сторону, продолжаю вязать, убавлять петли. Последняя петля, присоединяю, соединяю, то есть вот с боковой стороной подхватила петельку, 2 вместе провязываю. Так, вяжем задник и соединяем боковые петли. Как я уже сказала, на 39 оставьте 6 петель, на 37 можно убавить до 4, 37, 38, ну, в зависимости от ширины ноги и размера. Так, провязала изнаночная сторона, последняя петля, опять подняла боковую дужку, 2 вместе соединила. Перешли на лицевую сторону, продолжаю вязать все платочной вязкой и соединяю боковые петли. Так, последняя петелька, подняли дужку, 2 вместе провязала. Значит, убавлю петли и так буду соединять до самого конца. Все буду вязать платочной вязкой. И в конце, потом я уже к вам вернусь, опять перейду, вот резинкой буду вязать все.
Я хотела сначала узор продолжить вязать, но потом поняла, что узор получится наоборот. Мы здесь вязали сверху узор, а здесь мы, получается, идем снизу на связание, поэтому узор сюда не вписался. Так, значит, заканчиваем вязать задник, довяжем до самого верха, соединим все петли. Я к вам еще вернусь. Закрыли, соединили все петли, довязали до конца. Теперь далее последний ряд у меня получился по изнаночной стороне. Последнюю петлю я соединила изнаночной петлей. Закрываем петли. Так, здесь вот этот вот хвостик, нужно будет его спрятать. По 2 петли вместе провязываем, закрываем, и все. Так, здесь у меня осталась вот еще одна петелька. По 2 дужки подниму. Так вот. Все, теперь эти хвосты попрячем. Сейчас сначала давайте этот запрячем, а потом второй. Выводим на изнаночную сторону. И под ниточками попрячу. И при необходимости завяжем. Сделаем небольшой узелок. Нитку разъединим, чтобы узел не был толстым. Нитку разъединили, и теперь можно завязывать. И опять этот хвостик завязанный еще раз спрячем. И точно так же вот этот, который нитка у нас оставалась в начале, ее тоже попрячем под петельками. Все вот так вот. Все, девочки, на этом у меня сегодня все. Вот такая вот у нас красота получилась. Так, ширину я вам хотела замерить. Минуточку. Кот у меня утаскивает постоянно сантиметр. Так, вот такой вот у нас мыс получился. Теперь вот от начала пятки и до мыса 22 сантиметра. Вместе с пяткой будет 23. Пускаю на растяжку. Так, ширина 10. Ну вот, что еще? Ширина вот верхней части тоже у меня 10. Ну это же здесь резинка, оно все собирает, все растягивается еще. Прям так ориентировочно в сантиметрах, что у меня получилось. Все, всем легких петелек, всем спасибо за просмотр. До новых встреч, пока-пока.